Как часто мы встречаемся с вот такой вот проблемой, которую вы видите сейчас на экране, подключено без доступа к интернету на своем Smart TV боксе. И в этом выпуске мы разберем самые распространенные проблемы, из-за чего это возникает, и пути их решения. На канале Технозон. Поехали! Сколько люди не бьются, и очень частый вопрос, я подключил после обновления зачастую, и у меня вот подключено без доступа к интернету, и что делать не знаю. Можно подключать любые, плохое качество подключения, можно подключать любую сеть, и все равно это будет у нас выдавать вот такую вот надпись «Подключено без доступа к интернету». Решается это все дело очень просто, по крайней мере мы находили 3 или 4 способа решения данной проблемы. Мы сейчас поэтапно их разберем. Перед тем, как мы переходим к их разбору, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные информационные видосы, а также обзоры гаджетов, девайсов, программ, Smart TV боксов, всего очень много интересного, а также розыгрыши ценных призов, подарков. И ссылка на очередной розыгрыш лежит внизу в описании под видео. Переходим, участвуем там просто. Нужно быть подписчиком, ничего делать особого не нужно. А сейчас поехали. Смотрите. Если вы перейдете в настройки своей TV-бокс и видите вот такую вот надпись «Подключено без доступа интернета», самая первая причина, куда необходимо копать, это дата и время. Обычно после обновления бывают такие моменты, что именно дата и время нас подводим. И у нас отключилась автонастройка дата и времени, и стоит какое-то 31 июля 2020 года, у нас сейчас уже сентябрь на дворе, и плюс еще и часовой пояс непонятно какой. Давайте попробуем включить. Использовать время сети, присоединиться к Shield Rewards, ладно, видно, интернет появился, идем с вами в сеть и интернет, и видим подключено, все, интернет заработал. Это первая, самая распространенная причина. Либо вы именно в настройках устройства, именно в дата и время можете указать время текущее, во-первых, нам нужно еще с вами поменять часовой пояс. Либо вы можете указать, кстати, вручную время, то есть именно 8 сентября 9:57, как у меня сейчас идет, и у вас интернет тоже будет работать и не будет выдавать ошибку «Подключено без доступа к сети». Главное, чтобы у вас было абсолютно актуальное время. Хорошо, это первый момент. Порой бывает еще другой момент, когда у нас, кстати, вот этот вот момент относился к любому варианту подключения. Такое может быть и на кабеле, и на Wi-Fi 5 ГГц, и на Wi-Fi 2,4 ГГц. Но бывает такое, что Wi-Fi 5 ГГц видит, но не подключается. Такое тоже бывает. Как с этим бороться? Зачастую некоторые приставки могут не поддерживать каналы вашего роутера. В данном случае виноваты и те, и другие, и роутеры, и приставки, потому что, во-первых, в приставках урезают согласно региону их каналы, а роутеры зачастую бывают не выдают нужные каналы и выбирают черт знает что. Поэтому мы с вами идем сейчас в меню нашего роутера, идем в 5 ГГц, это то, что касается 5 ГГц. Конечно же, настройки для каждого роутера могут быть абсолютно разные, но найти, где переключить каналы, вы можете. И в моем случае, вот канал у меня выбран 6 автоматически для 2,4, здесь мы ничего не трогаем, а для 5 ГГц у меня выбран автоматически 36 канал, кстати, правильный. И вот мы обращаем внимание на канал и пробуем тогда ставить сразу же вручную 36 канал. Если с него не включилось, то мы начинаем менять этот канал. То есть до того момента. Если, в принципе, в таком варианте у вас при выставлении 36 канала зачастую заработает. Но бывает, что у нас просто не хочет коннектиться ни с 2,4 ГГц, ни с 5 ГГц Wi-Fi, ни при каком раскладе. И здесь уже виноват больше TV-бокс, потому что он, скорее всего, после обновления, либо просто изначально из коробки, не поддерживает расширенные варианты шифрования сети. То есть, если мы с вами зайдем вариант, то есть у нас здесь сейчас все подключено, все поддерживается. Если мы зайдем в дополнительную информацию, то у нас здесь есть, видите, канал, channel width, то есть ширина канала и режим 802.11 EC. Но нигде не пишется про шифрование, именно про параметры безопасности. Поэтому мы с вами идем опять в настройки роутера.
И мы видим, это, кстати, для любого, для 2.4, для 5 ГГц одинаково. И видим, ну в моем случае он поддерживает и WPA3, и WPA2, и гибридная VPA, VPA2. И вот здесь вы просто тоже начинаете играться. Обычно ТВ-боксы 100% поддерживают простой WPA, поэтому можете попробовать гибридное WPA и WPA2, если начало коннектиться идеально. То есть оно бывает там не может подключиться. И зачастую вот эта штука виновата в том, что вы не можете подключиться. Либо отключите сначала без шифрования, потом поперебирайте эти настройки. Это справедливо и для Wi-Fi 5 ГГц, и для Wi-Fi 2,4 ГГц. То есть вот они без шифрования, гибридное, сильное шифрование. WPA3 не на каждом роутере есть, на единицах, на Wi-Fi 6, либо на кинетиках. И вот в таком варианте у вас тоже может начать появляться коннект. Но бывают еще ситуации, когда вы вроде бы подключены, перезагрузили бокс, а он не подключается. Вернее, вам приходится его подключать вручную, ну не коннектится он. В данном случае это вина DHCP вашего роутера, который не назначает ему IP-адрес автоматически, и поэтому он не коннектит ваш Wi-Fi. В таком случае вы тоже можете зайти, допустим, IP-адрес, вот, настройки IP-адреса использовать DHCP, либо указать статический. Давайте я укажу здесь какой-нибудь там из того диапазона, который есть на роутере. У меня сейчас IP-адрес 192.168.31.69, и я этот IP-адрес 31.69, и я этот IP-адрес пропишу в статику. Сейчас 31.69, и он будет постоянно подвязан на этом адресе. Шлюз мы обязаны указать IP-адрес вашего роутера, то есть обычно это 192.168.1.1, либо там 31.1, в зависимости от Xiaomi. То есть это тот шлюз, который у вас прописан в роутере. Сейчас немножечко пройдемся по этим настройкам в самом роутере. Я пишу шлюз своего роутера 31.1, нажимаю далее. Длина префикса сети, не каждая приставка это запросит, я оставляю просто-напросто без изменения. И DNS1, вы здесь можете DNS, ну я оставляю Google обычно 888, буду использовать публичный 888 и 3.4.4, и вот можно еще один использовать. 8844 это гугловые, скажем так, DNS, то есть DNS вы можете использовать свой. И в данном случае у меня опять подключено, мы можем с вами сейчас проверить сразу же сеть, она будет работать абсолютно идеально. Вот она пошла работать, то есть у меня здесь вообще вопросов не возникает. Возвращаемся к роутеру. То есть здесь я вам уже показал, что в настройках локальной сети я взял шлюз, и в принципе у нас здесь есть в DHCP службе перечень IP-адресов, которые есть у нас. Занятые или свободные IP-адреса вы можете посмотреть уже в подключенных устройствах. Вот у меня сейчас прописаны в подключенных устройствах роутер, вернее мой ТВ-бокс, в котором я прописал IP-адрес. То есть теперь он будет постоянно под него прописываться этот IP-адрес. Главное, чтобы у вас больше не было устройств в сети с таким же IP-адресом. Но есть еще один момент. В данном случае у нас нет тонкой настройки. Бывает такое, что вам необходимо зарезервировать этот адрес для вашего устройства по MAC-адресу в настройках вашего роутера. К сожалению, мы не можем показать абсолютно все настройки для всех роутеров, это невозможно. Поэтому ищите это в инструкциях к вашим роутерам. Ну, а мы, в принципе, вам показали то, что мы хотели показать. Решение каких-то мелких бытовых проблем с сетью в смарт-ТВ-боксах. И если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и проблемы сети, которые мы уже решили на канале Технозон. Пока, ребята.